Друзья, здравствуйте! Как вы, возможно, слышали, не так давно популярный сервис Netflix выпустил собственный сериал о египетской царице Клеопатре. Речь о ней шла в выпуске про Рим, вторая часть. Главную роль в этом шоу сыграла британская актриса с африканскими корнями, девушка, которую зовут Адель Джеймс. И отметился этот сериал главным образом огромным скандалом. На популярном агрегаторе кинорецензии Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг нового шоу составил всего 3%. Это вообще один из самых худших результатов за последние 10 лет. Критики тоже не сильно выше оценили сериал, в районе 15%. Ноту протеста выразил даже Египет, вернее Министерство по делам древности этой страны. Чиновники выпустили огромный пресс-релиз, в котором назвали шоу дословно «наглой фальсификацией египетской истории и вопиющим историческим заблуждением». Причиной всего скандала стал цвет кожи главной героини. Самая известная женщина Древнего Египта, Клеопатра VII, была гречанкой из рода Птолемеев. Возможно, она была с примесью сирийской крови. То есть девушка была пусть и не белокожей, но и африканкой в классическом понимании тоже, конечно, она быть не могла. Современных египтян можно понять. Если фараоны были чернокожими, то что делать с ними? Можно, наверное, понять и сценаристов Netflix, потому что в этом бизнесе не каждому объясняют разницу между Африкой и Северной Африкой, и в особенности Египтом того периода. Ну, слушайте, как бы то ни было, Клеопатра остается самой известной роковой женщиной в истории человечества. Она кружила головы царям и императорам. Обстоятельства ее жизни веками увлекали поэтов, писателей, художников и, как мы видим, увлекают до сих пор. Эта женщина еще при жизни превратилась в великолепный такой завораживающий миф. Секс, политика, огромные деньги и, главное, судьбы великих империй. И в истории Клеопатры все это переплелось. Сегодня мы поговорим о ней. Возможно, вы знаете «Египетские ночи» — это такая неоконченная поэма Пушкина. Для тех, кто не читал, кратко перескажу сюжет. Египетской царице Клеопатре живется скучно. А сама она настолько сладострастна, что отдается на одну ночь любому желающему. С одним условием. На утро счастливца казнят. Но красота Клеопатры настолько невероятна и ослепительна, что многие соглашаются, даже зная, чем все это закончится. Что любопытно, этот сюжет нельзя назвать полным вымыслом. Пушкин опирался на сведения позднего античного историка Секста Аврелия Виктора. Историк родился спустя 4 века после смерти царицы, во время достаточно, скажем так, свободных нравов. И не исключено, конечно, что эту деталь он придумал сам. Но оцените, что называется масштаб. Между этими двумя текстами прошло 1,5 тысячелетия. Однако сюжет не утратил своей привлекательности до сих пор. Как, к слову, и другие сюжеты, которые с Клеопатрой связаны. Например, существует легенда, согласно которой Юлию Цезарю ее преподнесли завернутой в ковер. Этот эпизод считается началом ее истории. Тем самым моментом, когда из смертной женщины, пусть и царицы, она становится живым мифом. Ну, для начала давайте разберемся, что такое Египет, что такое Александрия в 48 году до нашей эры. Это огромный, богатейший античный город. Он раскинулся между морем, Нилом и пустыней. Роскошные дворцы, огромные храмы, гавань полная кораблей. На рынках всегда полно народа. Здесь продают и покупают товары со всего античного мира. Зерно, вино, мясо, слоновая кость и золотые украшения. Кроме этого, яркие ткани, специи. То есть для своего времени это, конечно, мегаполис. Здесь живет 500 000 человек. Над городом возвышается чудо света, знаменитый Фаросский маяк высотой 150 метров. На тот момент это, как современный небоскреб Бурдж-Халифа. Ничего выше человечество не сможет построить до начала 20 века. Здесь же расположено второе чудо света, знаменитая Александрийская библиотека, хранилище знаний и текстов, подобно которому в этот момент на планете нет и еще очень долго не будет. Александрия считается вторым городом цивилизованного мира после Рима. Чтобы не обижать римлян, владеющих огромными легионами. А по-хорошему, это, конечно же, первый город мира. Более древний, чем Рим, более развитый в экономическом, в культурном плане. Это греческий город, основанный Александром Македонским. Здесь находится мраморный саркофаг с его забальзамированным телом. Наконец, это город смешения культур. Греческая династия Птолемея, опираясь на колонистов, управляет многочисленным египетским народом. И вот посреди всего этого великолепия во дворце оказывается Юлий Цезарь.
Ему 52 года, лысеющий полководец, покоритель Галлии, Испании и, собственно, Рима, где он только что выиграл гражданскую войну с республиканцами и добился практически единоличной власти. Поздним вечером ему приносят ковер, по другой версии мешок, но давайте ковер, конечно, более красивая вещь. Ковер разворачивают, в нем Клеопатра, египетская царевна, которая находится вне закона. К этому моменту у царицы Египта остался всего один верный сторонник. Именно он завернул ее в ковер и на маленькой лодке тайно провез в город. Царице 21 год, она безумно хороша собой. И Цезарь влюблен. И начинает, конечно, делать глупости. Сегодня практически все, чем пользуется человек, призвано решить главную задачу – обеспечить комфорт. Чтобы решить повседневные задачи, мы используем всевозможные гаджеты и приложения, но как ни крути, основой для комфортной жизни может стать только правильно выбранное жилье. Провести время с семьей и друзьями, отдохнуть и перезагрузиться, пожалуй, приятнее всего в своем доме на природе. Именно поэтому сегодня я хочу рассказать вам об одном из самых ярких проектов на рынке премиальной загородной недвижимости – коттеджном поселке Маслово Forest Club от Gulls Development. Поселок расположен рядом с Никольной горой, всего в 28 километрах от Москвы. Добраться до города очень просто. По Ильинке, Новой Риге или Рублевке. А в случае пробок поможет платный северный обход Одинцова. Окружен поселок лесным массивом из реликтовых сосен. Только представьте, какой там воздух. На территории есть пешеходный бульвар, детские и спортивные площадки, велодорожки, место для выгула собак. А вблизи престижные школы, детские сады, рестораны, wellness-центры, магазины, пляж Москва-реки и даже вертодром. В общем, все для полноценного досуга и качественного образования детей. Подобрать подходящий вариант недвижимости будет несложно. По проекту в Маслово Forest Club 119 резиденций площадью от 200 до 270 метров. Выбрать можно один из 7 типов домов, различных по конфигурации и фасадным решениям. В отделке коттеджа используются только натуральные материалы. Облицовочный кирпич ручной работы, планкен из лиственницы и декоративная штукатурка. Все дома с готовыми коммуникациями и оборудованной котельной. А в качестве дополнительной опции от застройщика можно, например, заказать внутреннюю отделку дома под ключ или ландшафтный дизайн участка, утеплить террасу и сделать навес над гаражом. Поэтому, друзья, если вы цените свое здоровье, время и комфорт, Маслово Forest Club, на мой взгляд, станет идеальным решением для вас. Первые дома поселка будут готовы уже в конце этого лета. Ссылка на сайт ждет вас в описании. Что Цезарь вообще делал в Египте? По большому счету, Цезарь приехал в Египет за двумя вещами. Долгами египетской монархии и головой уже бывшего друга, а теперь соперника в гражданской войне Помпея Великого. Разбитый Помпей бежал в Египет в надежде уговорить египтян выделить ему денег и таким образом продолжить войну с Цезарем. С Помпеем получилось просто. Египтяне, не слишком разбираясь в римских нравах, Помпея зарезали и преподнесли Цезарю голову Помпея и его перстень, как подарок. По меркам азиатских царей это был красивый жест. По меркам Рима того времени, что называется, были нюансы. Во-первых, Помпей долгое время был для Цезаря человеком не чужим. Он был соратником, другом, мужем его дочери, в конце концов. Во-вторых, Помпей был римлянином, а значит, ему отрезать голову могли только римляне. Цезарь распоряжается убийц наказать. Помпея похоронили с почестями, но в тайне. В общем-то, проблема Помпея решена. С долгами Египта получилось сложнее. По прибытии в Египет Цезарь стал свидетелем свары между Птолемеями, 20-летней Клеопатрой и ее 10-летним братом Птолемеем XIII. Отец этих двоих, человек по обидному прозвищу Птолемей Флейтист, был свергнут с египетского престола в ходе государственного переворота и предложил римлянам восстановить его на троне за какие-то космические по тем временам деньги 144 миллиона сестерцев. То есть это 16 тонн серебра. Прозвище, кстати, было действительно очень обидным. Игра на флейте считалась занятием позорным. Значительную часть этих средств флейтист занял у римских банкиров. После этого флейтиста и его детей волей-неволей приходилось держать на троне, прибегая к помощи римских легионов. Держать хотя бы до тех пор, пока долг не будет возвращен. И вот к моменту прибытия Цезаря флейтист мертв. Правили его дети, вступившие по египетскому обычаю в сакральный брак. Клеопатра начала интриговать против мужа брата, и началась гражданская война. И вот в этой схватке Цезарь сначала поддержал мальчика.
Это разумная позиция, тот крепче сидел, его народ поддерживал, а римлянам по большому счету было все равно, кто управляет Египтом. Но все изменил этот случай с ковром. Цезаря ждала дома законная жена. Кроме того, он был известен множеством любовниц, но влюбился, что называется, как мальчишка. Влюбился в эту 21-летнюю египтянку, и вот он решает поддержать Клеопатру и ввязывается в чужую гражданскую войну. Войну подогревает лишенный трона наследника и его сторонники. Они прибегают к понятной риторике. Чужаки, то есть римляне, ставят на трон выгодного себе правителя. Значит, начнут навязывать нам свои порядки и лишат нас, египтян, как сейчас бы сказали, национальной идентичности. Справедливости ради, наследника престола понять можно. Трон должен был достаться ему по праву. Клеопатра же без помощи римских легионов никакой власти не добьется. Это понимает Цезарь. И логично полагает, что в случае победы его любовницы у Рима будет больше рычагов давления на Египет. Как бы то ни было, Цезарь в сложном положении. Он оказывается посреди чужого мегаполиса, во враждебной теперь стране и фактически в осаде. Римский гарнизон насчитывает всего 7 тысяч человек. Вскоре начинаются проблемы с едой, проблемы с водой. Цезарь вынужден одолжить еще 13 тысяч солдат у понтийского правителя. Много позже он расплатится за этот займ Боспорским царством, куда, кстати, входил и Крым тогда. В конце концов, Цезарь разбивает египтян в битве на Ниле. Брат Клеопатры тонет, он спасается бегством и тонет при побеге. А девушка становится единоличной правительницей Египта. Но давайте все-таки подробнее немножко поговорим о том, что именно заставило великого полководца пойти на этот странный шаг. Вот как о встрече царицы Цезаря 100 лет спустя напишет римский поэт Марк Анний Лукан. «Дерзость дала ей та ночь, какую впервые на ложе наших вождей провела распутная дочь Птолемея». Далее поэт подчеркивает мысль, что важный для себя союз Клеопатра заключила, что называется, через постель. А затем говорит о том, что царица показывает Цезарю роскошь, которая для Рима не характерна в то время. Она устраивает полководцу прогулку по царскому дворцу, показывает мраморную и золотую облицовку, все эти ониксовые полы, россыпи драгоценных камней, двери черного дерева, которые отделаны черепаховыми панцирями, показывает вышитые золотом ткани, слоновую кость, сотни юных рабов и рабынь на любой вкус. Мы не знаем, как точно выглядела Клеопатра, но по описаниям поэта можно предположить, какое впечатление она и ее мир производили на мужчин. Вообще, это и сейчас выглядит как такая сказка, причудливее любой «Игры престолов». И можно представить, как все это впечатлило Цезаря, человека, который большую часть жизни, в общем, провел в военных походах. Человека, в первую очередь, римской культуры, в тот период еще достаточно аскетичный. Наконец, Цезаря как человека, который за высшие ценности считал скромность, суровость и простоту. Здесь надо подробнее поговорить о том, что такое вообще Египет того периода. С точки зрения политики и экономики, влияние у него колоссальное. У Египта не было внушительной армии, могучего флота или у него не было сети колоний. Но и без этого у государства все было хорошо. Египет в тот момент, как и за тысячи лет до этого, это Нил. Плодородная нильская земля давала по нескольку урожаев в год. Зерно, которое экспортировал Египет, кормило все Средиземноморье. И в первую очередь кормило Рим. Римскую чернь и римские легионы, от которых зависела власть любого римского правителя. Забегая вперед, скажу, что именно на Египет опиралась власть римских императоров, наследников Юлия Цезаря. И вместо того, чтобы включить Египет в состав империи на правах провинции, императоры оставили его своим личным владением, своей вотчиной. Таким образом, они контролировали поставки зерна в регионе и влияли, в общем, на всю экономику Средиземного моря. Друзья мои, лето уже началось, и я убежден, что сейчас самое лучшее время, чтобы воплощать в жизнь свои планы. Неважно, собираетесь ли вы в отпуск, выбираете новый автомобиль или планируете строить дом своей мечты. Чтобы не откладывать все это в долгий ящик, уже сейчас вы сможете подобрать кредит на любые цели в Банки.ру. Банки.ру — это самый большой финансовый маркетплейс, где вы легко найдете выгодные банковские продукты. На сайте собрана актуальная информация по условиям, рейтинг банков и даже реальные отзывы клиентов о продуктах. И подобрать кредит, подходящий именно вам,
очень просто. Например, на оформление кредитной заявки вам понадобится не больше 5 минут. Вы заполняете всего одну анкету и получаете решение сразу от нескольких банков. В каждом предложении вы увидите не только процентную ставку, но и вероятность одобрения. Вам останется только выбрать продукт с оптимальными условиями. Оформить заявку на кредит можно онлайн, на сайте Банки.ру или в мобильном приложении. Поэтому, друзья мои, чтобы грамотно распоряжаться финансами и, главное, своим временем, пользуйтесь сервисом Банки.ру. По ссылке в описании вы найдете еще больше полезной информации. Переходите прямо сейчас. Египтом же римский император правил не как император, а как фараон, живой бог на земле. И здесь еще один интересный момент. И древний, и античный Египет — это так называемая аквадеспотия, то есть общество, выстроенное вокруг сельского хозяйства и распределение необходимых ресурсов и инфраструктуры. Буквальной, то есть каналов и других оросительных систем, и идеологической. Египет много кто завоевывал. Персы, греки, римляне. Но все они сохраняли в неприкосновенности египетскую систему власти и египетское духовенство. Использовали характерные только для этого региона политтехнологии. Новый завоеватель объявлялся фараоном, воплощением бога Осириса, и для обычного египтянина, который в полях работал, не менялось вообще ничего. Ну, может быть, размер налогов менялся. Это была удобная и абсолютно замкнутая система. Она привела к тому, что египетские жрецы накопили тысячелетний опыт пропаганды. Как это действовало на массы, легко представить. В частности, после объединения с Египтом в крупных римских городах начали быстро появляться храмы египетской религии, а не наоборот, как можно было бы подумать. На римских площадях до сих пор сохранились египетские обелиски. Что касается отдельных людей, то можете себе представить, как чувствовал себя римский или греческий политик, когда его на полном серьезе объявляли живым богом. Что у него происходило в голове, даже если он сам это не верил, неважно. Таким богом на земле, или в ее случае богиней Исидой, была и Клеопатра. Клеопатра, которую мы знаем, это Клеопатра VII. До нее было еще 6 правительниц с таким именем. Птолемеи вообще не отличались в этом плане креативом, и всех сыновей в роду, как правило, называли Птолемеями, а девушек чаще всего Клеопатрами. Итак, наша героиня Клеопатра VII – последняя царица эллинистического Египта. Родилась она 30 января 69 года до нашей эры в Александрии в царском дворце на 12-й год правления своего отца Птолемея XII. Официально царя называли отцелюбивым и новым Дионисом, а за глаза флейтистом. Имя матери Клеопатры история не сохранила. Возможно, что это была просто наложница, что, в общем, это было в порядке вещей. Птолемей XII сам был сыном наложницы. Важно другое. По отцу она происходит из греческой династии Лагидов, правивших Египтом к тому моменту уже четверть тысячелетия. Основателем династии был Птолемей I по прозвищу Сатер, спаситель. Первый Птолемей подчинил царство с оружием в руках. Он был ближайшим другом Македонского, его телохранителем и одним из диадохов, военачальников, которые после смерти Александра разделили между собой его империю. Это была старая, могущественная и очень просвещенная династия, покровители искусства, культуры, науки. И в этом же духе, конечно, воспитывали Клеопатру. Античные историки отмечают, что она получила блестящее образование, была умна, хорошо разбиралась в последних достижениях науки и имела способности к дипломатии и государственным делам. В Египте Птолемеев были приняты близко родственные браки. Трон, как правило, занимали одновременно брат и сестра, бывшие одновременно мужем и женой. Это довольно жутко может показаться, но учитывая количество наложниц, братья и сестры чаще всего были сводными. Была ли Клеопатра красавицей? Как она выглядела, точных изображений до нас не дошло. Существует мраморный бюст, который считается выполненным более-менее достоверно, хотя и идеализированно. Если по нему судить, девушка скорее была характерной гречанкой. С описаниями похожая история. Никто из тех историков, чьи работы до нас дошли, не видел Клеопатру лично. Считается, что она была миниатюрной и по современным меркам, вероятно, чуть полноватой. Античный историк Кассий, живший через 2 века после Клеопатры, называет ее очень красивой. Плутарх, который жил всего за 100 лет после нее, пишет следующее. Красота этой женщины была не той, что зовется несравненной и поражает с первого взгляда. Зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью. И потому ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, накрепко врезался в душу.
Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, который легко настраивался на любой лад, на любое наречие. Так что лишь с немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами, эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, медийцами и парфянами. Говорят, что она изучила многие языки. То есть можно предположить, что Клеопатра была из тех женщин, которые добиваются успеха не за счет красоты как таковой, а за счет харизмы, то есть сочетания ума, грации, обаяния и так далее. Безусловно, она умела ухаживать за собой. Трудно определить, где были мифы, а где достоверная информация, но Клеопатру действительно считают основоположницей, скажем так, бьюти-процедур. По одним сведениям, именно она придумала умываться розовой водой. По другим, принимала ванны из скисшего козьего молока. Для кожи использовала скраб из крокодилевого помета. Для лица воск, вываренный из овечьей шерсти. И наверняка, как тогда было принято, использовала косметику с высоким содержанием свинца. Мы не знаем, какой результат это давало, но даже знатные римлянки, к которым привык Цезарь, наверняка выглядели по сравнению с ней простовато. Вскоре у Клеопатры и Цезаря рождается ребенок. Цезарь дает ему свое имя. Жители Александрии, правда, зовут его Цезарион, то есть буквально Цезаренок. Цезарь проводит время с Клеопатрой в пирах, увеселениях и, наконец, приходит время возвращаться домой, в Рим. Он все-таки не для того гражданскую войну выигрывал и менял политический строй в государстве и добивался высшей собственной власти, чтобы переселиться в Египет. И политике требуется его присутствие. Дома, как мы помним, его ждет законная жена. Что делает Цезарь? Совершенно неслыханную вещь. Он привозит в Рим Клеопатру. С женой он формально не разводится, а в Риме у него есть и сын. Не родной, правда, а усыновленный внучатый племянник Октавиан, будущий император Октавиан Август. Все это Цезаря, конечно, не смущает. Он селит египетскую царицу со свитой в роскошный особняк в центре города и приводит общественность в совершенный шок. Начинает набрасывать проект закона, по которому императору разрешается многоженство ради продолжения рода и производства достаточного количества наследников. Дело, напомню, происходит в Риме эпохи поздней республики. И надо сказать, что римляне того периода только начали строить свою империю. В отличие от тех же греков, они люди очень консервативные. Им важна честь рода, важны семейные ценности, воспевается сельская жизнь, демократия, аскетизм и простота. Всякого рода роскошь и разврат порицаются, ровно как и избыток образования, кстати. Порицаются женщины, которые не хотят, условно говоря, сидеть дома на кухне. Порицаются греки за образованность и за женоподобность. И вот в эту страну Цезарь привозит греческую царицу из Африки с ее рабами, розовой водой, золотыми покрывалами и сознанием 8 языков. И более того, собирается легализовать многоженство. Пока одни возмущаются, другие понимают все правильно и выстраиваются у особняка Клеопатры в очередь на приемы, чтобы завести дружбу с будущей императрицей. Можно предположить, что в этот момент у сторонников заговора против Цезаря прибавилось аргументов. Они могли с полным правом заявить: смотрите, человек попробовал власти азиатского сатрапа и сейчас здесь ее у нас построят. А на любые попытки ввести царскую власть римляне реагируют нервно, это культурное табу. И сам Цезарь и его наследники будут очень много говорить о том, что они не цари, они только первые среди равных. Будут работать над сохранением Сената и хотя бы поддерживать видимость республиканских институтов. Но достаточно хотя бы раз взглянуть на Клеопатру в Риме, чтобы поверить в то, что Цезарь хочет быть полновластным монархом. И вскоре его убивают. Начинается второй этап гражданской войны. Клеопатра вместе с маленьким Цезарионом бежит из Рима обратно в Александрию. Как мы с вами знаем из второго выпуска про историю Рима, войну эту в конце концов сторонники республики проигрывают, а выиграют ее сторонники погибшего Цезаря. Появляется так называемый второй триумвират, участники которого фактически делят римские владения на троих. Марк Эмилий Лепид получает Африку и Испанию. Приемный сын Цезаря Октавиан получает Италию и Галлию. А Грецию, Малую Азию и Египет получает Марк Антоний, любимец и ближайший сподвижник Цезаря. По-хорошему, Марку Антонию достается лучшая часть – культурная Греция и богатейший Египет. И вот он едет изучать свои владения. Клеопатра выходит ему навстречу. Скорее всего, она, конечно, сознательно рассчитывала провернуть ту же схему, что и с Цезарем. Но есть еще один любопытный нюанс.
Вернувшись в Египет после смерти Цезаря, Клеопатра застает в стране голод. Из-за сильной засухи нет урожая. Оставленные в стране римские легионы требуют еды и фактически бесчинствуют. Если кратко, в стране зреет бунт. Ближайшие государства, например, Греция и Сирия, заняты Брутом и Кассием, то есть убийцами Цезаря. Но несмотря на их недавний поступок, царица решает их поддержать. И с разрешения Клеопатры ее наместник на Кипре помогает Кассию деньгами и флотом. Чем это закончится, мы уже знаем. И существует версия, что Марк Антоний отправляется в Египет не только за тем, чтобы осмотреть свои новые владения, но и за тем, чтобы покарать предательницу Клеопатру. Но что происходит? Плутарх пишет: перед Антонием Клеопатра предстанет в том возрасте, когда красота женщины в полном расцвете, и разум ее всего острее и сильнее. С Антонием они встретились на реке Кидн. И вот Клеопатра прибывает на золоченой ладье с посеребренным веслом, под пурпурными парусами. Сама она лежит под таким балдахином, и мальчики-рабы ее обмахивают опахалами. Вокруг суетятся все эти красивые рабыни, которые одеты морскими нимфами, курица благовония. В общем, зрелище невероятное и точно выстроенное. Причем, конечно, выстроенное не из любви к прекрасному. Клеопатра — величайшая интриганка. Она преподносит себя как подарок. У встречавшей царицу толпы создается полное впечатление, что к ним приплыла прям натурально богиня Афродита. Она полностью завладевает вниманием человека, который фактически пришел отрубить ей голову. И мягко, но уверенно продвигает ему тезисы. Вы все не так поняли, меня обманули. Флот вообще я посылала к вам, просто произошла какая-то путаница, его Кассий перехватил. И результат этой акции превзошел все ожидания Клеопатры. Антоний влюбился сразу. Причем не просто влюбился, а полностью потерял голову. Ей в этом моменте было 28 лет, ему 41. Антоний в определенном смысле был для Клеопатры идеальной жертвой. Юлий Цезарь был, конечно, известным любителем женщин и денег, но прежде всего он, конечно, был политиком. Антоний – представитель римской золотой молодежи. Еще в юности он был известен как бабник, ценитель вечеринок и поклонник культа бога Диониса, то есть не дурак выпить. Он был, конечно, талантливым командиром. Храбрым, неприхотливым солдатом, в минуту опасности просто бросался в бой и показывал чудеса храбрости. Но в мирное время вел себя как скотина, будем говорить. Кутил, блудил, сорил деньгами, хулиганил, вгонял себя в долги, путался с актрисами и проститутками. К тому же в Риме, как водится уже у нас со времен Цезаря, он оставил свою строгую жену. По замечанию Плутарха, жена замечательно выучила Антония повиноваться женской воле и была бы вправе потребовать плату за эти уроки с Клеопатры, которые получила из ее рук Антония уже смирным и привыкшим слушаться женщин. Короче говоря, Антоний пропал. Сопротивляться Клеопатре он не мог при всем желании, ну и, конечно, не хотел. На золоченой ладье к нему приплыла женщина из самых сокровенных его мечтаний, к тому же твердо намерена его соблазнить, что она и сделала в тот же день. Впечатленный историей с ладьей, Антоний стремился совершить ответный красивый жест. Он пригласил царицу на пир, но все сразу пошло не так. И Антоний понимает, что он выглядит смешно, пытаясь играть вот в этого вот такого тусовочного человека, который устраивает пиры, и сам начинает потешаться над тем, насколько у него безвкусно все получилось. И в этот момент Клеопатра покоряет его окончательно. Как описывает Плутарх, она сделала следующее. Угадав в Антонии по его шуткам грубого и пошлого солдафона, Клеопатра и сама заговорила в подобном тоне, смело и без всяких стеснений. В Александрию они приехали уже любовниками. Но знаете, как бывает вот в ситуации, да, когда вот мужчина сидит с женщиной, и мужчина какую-то раз шутку, два шутку, ой, за мат, прости, да я сама матерюсь, да нормально все. И Клеопатра, конечно, сыграла в эту игру, и она его забрала. Антоний тут же, конечно, все забывает. Про то, что вообще поход против парфян нужно соорудить, про римские дела, про то, что его ждет борьба за власть, и вообще жена его ждет в Риме. В Александрии он вел, согласно Плутарху, жизнь мальчишки-бездельника. И за пустыми забавами растрачивал самое драгоценное достояние – время. Антоний и Клеопатра и самые богатые их приближенные составили так называемый «Союз неподражаемых». Участники этого союза каждый день закатывали пиры, соревнуясь при этом между собой в абсурдной, в совершенно невероятной роскоши. Насколько абсурдной была эта роскошь, можно судить, например, по следующей детали. Однажды на 12 гостей слуги Антония зажарили 8 огромных кабанов.
Поскольку они не знали, в какой момент Антоний потребует горячее, кабанов жарили просто одного за другим. Римский историк Плиний-старший описывает другой случай. На одном из пиров Антоний и Клеопатра заключили пари. Царица бралась за вечер потратить 10 миллионов сестерцев. В буквальном смысле это целое состояние. Антоний ей не поверил, они поспорили. И Клеопатра сняла сережку, украшенную самой большой из известных человечеству жемчужин на тот момент. Растворила эту сережку в уксусе и выпила жемчужный коктейль. И хотела таким же образом поступить со второй сережкой, но ее отговорили пирующие. В другой момент Антоний и Клеопатра соревновались в рыбной ловле. И Антоний, тоже, видимо, он человек был все-таки недалекий. Чтобы впечатлить возлюбленную, он послал ныряльщиков насаживать все на крючок свежую большую рыбу. Клеопатра об этом догадалась и подослала своих ныряльщиков, которые ему на крюк насадили вяленую. То есть он натурально раз и воблу уже вытаскивал. Современников такие идиотские выходки властителя половины мира приводили в ужас. Кроме этого, Марк Антоний любил переодеваться в простолюдина и шляться по дешевым портовым кабакам, ввязывался там в пьяные драки. Клеопатра его всюду сопровождала. Конечно, жители Александрии их узнавали, конечно, подыгрывали. И любили говорить, что для своих соотечественников, римлян, Марк Антоний надевает трагическую маску. А для нас, египтян, комическую. Антоний, как и полагалось фараону, уподоблял себя богу, но выбрал Диониса, бога вина и оргий. В торжественные дни Антоний восседал на троне со всей этой атрибутикой, по которым и знали Диониса. Золотая корона, увитая плющом, ритуальный посох, увенчатый сосновой шишкой, это такой символ плодородия и мужской силы. И вот этот 40-летний боевой генерал, покрытый шрамами, любимец легионеров, победитель множества сражений, превращается просто во влюбленного дурака. В сумасбродного влюбленного дурака. У Шекспира в «Антонии и Клеопатре» есть сцена, которой нет в исторических источниках, но которая более-менее точно передает суть происходящего. Клеопатра там хвастается. «Подпоив его, надела я на него весь женский мой убор. Сама же опоясалась мечом, свидетелем победы при Филиппах». В общем, вы можете себе представить, что все эти слухи доходят до Рима, и Антоний медленно, но верно превращается в посмешище. В Риме у него есть конкурент Октавиан Август. И каждый из них, и Антоний, и Октавиан, они уверены, что другой планирует захватить единоличную власть над империей. Опасения Октавиана подтверждаются поведением Антония, который не желает подчиняться мальчишке, на взгляд Антония. Потому что Антоний ближайший соратник и боевой генерал Цезаря. А кто такой Октавиан? Пасынок он. Поэтому с послами Октавиана Антоний ведет себя супер дерзко. Не как римский гражданин, а как самовластный египетский деспот. И в-третьих, оставшаяся в Риме законная жена Антония поднимает против Октавиана восстание, которое, впрочем, быстро подавляют. У Антония не остается выхода. Приходится оставить Клеопатру и ехать домой в Рим разбираться с ситуацией. В этот момент Октавиан и Антоний еще пытаются найти общий язык. И надо сказать, вдали от Клеопатры Антоний будто бы становится другим человеком, более вменяемым. Он вспоминает, что на самом деле он, конечно, не женат на египетской царице, там будет такая переписка еще с Октавианом. Антоний будет писать Октавиану: а что ты меня укоряешь, что у меня любовница египтянка, она же мне не жена, у тебя у самого 15 любовниц, ты что, святой, что ли? И, собственно говоря, когда они с Октавианом встречаются, Антоний говорит, что мы с Клеопатрой не женаты, а значит, в знак мира и в качестве гарантии я готов взять в жены любимую твою сестру, девушку Октавию. И в этой истории у девушки трагическая роль. В эпоху, когда считалось нормальным писать об исторических персонажах самые неприглядные вещи, ни один источник не пишет об Октавии ничего плохого. Даже наоборот, все сходятся во мнении, что Октавия была женщиной умной, честной и добродетельной. Она искренне любила как мужа, так и брата. Вероятно, вы уже догадываетесь, как с ней поступил Марк Антоний. И какой выбор он сделал, выбирая между ней, добропорядочной, хорошей, и развратной, и роскошной женщиной Клеопатрой. 4 года, с 41 по 36 до нашей эры, Антоний держался скромно. Он жил с Октавией в своем поместье в Афинах, она ему родила 2 дочерей, начала воспитывать 2 его сыновей от первого брака, и потенциальная гражданская война между Антонием и Октавианом, она висит, конечно, над империей, как дамоклов меч, но женщине всякий раз удается примирить мужа и брата. Сохранилась ее реплика, сказанная в одной из подобных ситуаций. Если зло восторжествует и дело дойдет до войны, кому еще неизвестно, кому из вас двоих суждено победить, а кому остаться побежденным. Я же буду несчастна в любом случае. И так, в принципе, оно и случилось. Здесь мы опять дадим слово Плутарху. Он пишет вот что.
Но любовь к Клеопатре — это страшная напасть, так долго дремавшая, вспыхнула вновь и разгоралась все жарче. Антоний бежит от жены в Сирию, туда же привозит Клеопатру и для начала дарит ей Кипр, римскую территорию, до того отобранную у Египта. Потом он ей дарит половину Малой Азии. Клеопатра делает вид, что умирает от любви. Ничего не ест, не спит, намекает, что без Антония его вообще жизнь, не имеет смысла. Конечно, она им умело манипулирует. Возможно, даже не из хитрого расчета, а просто из женского каприза. Потому что может. Антоний же, по выражению историка, до такой степени разжалобился и по бабье растрогался, что уехал в Александрию, всерьез опасаясь, как бы Клеопатра не лишила себя жизни. Антоний признает законными своих детей от Клеопатры, близнецов по имени Александр Гелиос, то есть Солнце, и Клеопатру Селену, то есть Луну. Октавию, жену свою, видеть он не хочет. Она остается одна с двумя детьми Антония от первого брака и с двумя их совместными дочерьми. Любопытно, как Антоний сам себе объясняет подобное поведение. У всех влиятельных римлян были мифические предки. Юлий Цезарь, например, считался потомком богини Венеры, а Антоний ведет свое происхождение от Геракла. У Геракла, как мы знаем по мифам, было множество женщин. На большей части из них он не был женат, а некоторых вообще изнасиловал. А почему мне, говорит Антоний, потомку Геракла нельзя? И вот в 34 году до нашей эры он возвращается в Александрию и, сидя на золотом троне рядом с Клеопатрой, в образе Диониса начинает казнить, миловать и по собственному почину раздавать приближенным римские территории. Все это, плюс хамское по отношению к Октавии поведение, вызывает у Октавиана понятное раздражение, даже, можно сказать, гнев. И вот год спустя триумвират распадается. Дальше начинается война. Антоний начинает переправлять свои легионы в Грецию. У него около 100 тысяч солдат, у Октавиана около 80. Антонию, как властителю Азии, присылают свои войска все союзные цари. Клеопатра передает ему египетский флот и дает деньги. Антоний выглядит вероятным победителем в этой схватке. Проблема в том, что к этому моменту своими выходками он утомляет даже ближайших сторонников и солдат. Ну, как бы то ни было, Антоний отправляется в поход. Клеопатру берет, естественно, с собой. Куда? Какой поход без Клеопатры? Он рассчитывает, что он, как опытный генерал, конечно, Октавиана разобьет. А потом, значит, займется развлечениями. Но огромное войско его движется медленно, с перерывами на празднества, пиры, которые они постоянно устраивают. За глаза Антония собственные солдаты называют бабьим прихвостнем и шутят, что ходом военных действий управляют служанки его собственной жены, ну то есть Клеопатры. Стороны маневрируют, проводят вылазки, и вот наконец Октавиан высаживается в Греции, где Антоний уже ждет его со своей армией. Но вместо того, чтобы сойтись с соперником на суше и использовать свои преимущества, Антоний по какой-то причине решает дать морское сражение. О причинах этого решения историки спорят до сих пор. Антоний — это сухопутный генерал. О морских сражениях он не имеет никакого понятия. Да, у него огромный египетский флот, практически античные дредноуты, но нет опытных моряков. На веслах сидят вчерашние крестьяне. Флот Октавиана, напротив, укомплектован опытными морскими воинами. Надо сказать, что глупость этого решения очевидна, примерно всем. В частности, тот же Плутарх приводит такой эпизод. Говорят, что один начальник когорты, весь иссеченный в бесчисленных сражениях под командой Антония, увидевший его, заплакал и закричал: «Император, ты больше не веришь этим шрамам и этому мечу, и все упования свои возлагаешь на коварные бревные доски? Пусть на море бьются египтяне и финикийцы, а нам дай землю, на которой мы привыкли стоять твердо, обеими ногами, и либо умирать, либо побеждать врага». Но, тем не менее, все. Происходит морское сражение у мыса Акциум, это 2 сентября 31 года до нашей эры. Вопреки ожиданиям, сражение идет с переменным успехом. На массивных египетских кораблях солдаты сражаются почти как на суше. И вот наступает решающий момент, когда в бой должен вступить резерв. И внезапно корабль, на котором находится Клеопатра, поднимает паруса, разворачивается и отваливает с места сражения. И самое невероятное, что, увидев этот маневр, вслед за ней на другом корабле бежит Антоний. Он бросает все. Сражение, которое еще не окончено. Свою 100-тысячную армию, которая ждет его на суше. Бросает ветеранов, которые прошли с ним не одну кампанию. В конце концов он бросает надежду на победу в этой войне. И отправляется вслед за Клеопатрой. Почему она так сделала? Черт его знает. Почему он так сделал? Тоже сложно сказать. Поддался панике?
Решил, что Клеопатра его бросает и потерял веру. Как бы то ни было, в этот самый момент из-за женщины Марк Антоний теряет империю. Единственным императором, реальным отцом-основателем Римской империи становится Октавиан. А Марк Антоний, которого в конце концов подбирает корабль Клеопатры, первые сутки просто сидит на палубе, обхватив руками голову, и ни на что не реагирует. Когда корабль приближается к гавани Александрии, Антоний собирает своих ближайших друзей и сообщает им, что все кончено. И предлагает разделить между собой казну, а затем бежать, чтобы теперь каждый за себя. В Александрии он узнает, что брошенные им армии, все 19 легионов, все перешли на сторону Октавиана. Причем солдаты неделю ждали возвращения этого идиота, не желая верить, что он просто сбежал с женщиной. Потом Октавиану присягнули легионы, оставшиеся в Азии и в Африке. В итоге у Антония и Клеопатры осталась только Александрия. Ну и любовь. Первое время Антоний тоскует, а Клеопатра строит безумные планы. Например, предлагает перетащить корабли в Красное море, примерно там, где будет позже Суэцкий канал. Затем нагрузить эти корабли сокровищами и уплыть в неизвестном направлении. Но план этот осуществить не получится. По пути к Красному морю корабли сожгут арабы. И любовники договариваются умереть. Они распускают свой союз неподражаемых и основывают вместо него союз обреченных. В него входят те приближенные, что клянутся покончить с собой вместе с царицей и с ее любовником. Но это будет позже, а пока они пируют, как в последний раз. И вот вместе с ними гуляет и пьет весь город. Антоний осыпает горожан деньгами. Клеопатра же тестирует различные яды. По одной версии тестирует на животных, по другой версии на рабах. Она хочет выяснить, какой из ядов обеспечит быструю и по возможности безболезненную смерть. По легенде, она останавливается на укусе гадюки. Скорее всего, Клеопатра решила просто принять яд. Но версия с гадюкой достаточно красива, чтобы войти во множество художественных сюжетов и вместе с этим стать распространенной легендой. Как бы то ни было, Клеопатра велит построить себе огромную усыпальницу около храма Исиды, куда по ее приказу переносят все самое ценное из египетской казны и отдает распоряжение сжечь сокровища вместе со своим телом. Наконец, Октавиан с армией высаживается в Египте. Антоний в отчаянии вызывает его на поединок 1 на 1. Октавиан отказывается и добавляет, что для Антония теперь открыто огромное количество других дорог к смерти. Дела у бывшего соратника Цезаря действительно идут из рук вон плохо. Антоний награждает солдата, отличившегося в стычках с врагом, и на следующий же день награжденный перебегает к Октавиану. И тогда Антоний решает принять смерть. В сражении он собирает последние оставшиеся у него корабли, последних солдат, и прямо на его глазах к Октавиану сначала переходит флот, затем кавалерия. И вот, не дожидаясь, пока перебьют пехоту, Антоний бросается обратно во дворец. Он в бешенстве, конечно, во всем обвиняет Клеопатру. Клеопатра же в последний раз обманывает его. Она запирается в усыпальнице и велит сказать Антонию, что покончила с собой. Антоний от этих новостей бросается обратно от ненависти к любви, оплакивает якобы погибшую женщину и, как это было принято у римлян, бросается на собственный меч, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но на этом страшный фарс не заканчивается. Антоний приходит в себя, рана недостаточно глубокая. И тут ему говорят, что Клеопатра жива. Он к ней идти не может, он истекает кровью, но велит отнести. И в окно усыпальницы его затаскивают на веревках. И там, на глазах у плачущей царицы, он умирает, успев в последний раз попросить у нее вина. Клеопатра же достается Октавиану. Его приближенные хватают царицу, не дав, она не успевает поджечь усыпальницу. Некоторое время она живет во дворце как пленница. Октавиан обращается с ней подчеркнуто хорошо. Но Клеопатра иллюзий не строит, она прекрасно понимает, зачем она нужна победителю. Чтобы по римской традиции протащить ее саму и ее детей в цепях во время триумфальной церемонии. И вот этой участи царица предпочла смерть. Опять же, согласно легенде, гадюку для того, чтобы она укусила царицу, пронесли мимо охраны в корзине со смоквами. К тому моменту, когда воинам Октавиана уже удалось выбить двери спальни, в которой находилась Клеопатра, царица была мертва. Плутарх по этому поводу пишет: Клеопатра в царском уборе лежала на золотом ложе мертвой. Одна из двух ее служанок умирала у ее ног,
Другая, уже шатаясь и уронив голову на грудь, поправляла диадему в волосах своей госпожи. Вот так умерла последняя царица Египта. Ей было 39 лет. Со смертью Марка Антония Октавиан стал единственным наследником Цезаря и единственным властителем Римской империи. Октавиан учел ошибки соперника и не играл больше в восточного царя. Наоборот, он всеми силами старался сохранить видимость римских республиканских институтов. Он получил от благодарных подданных титул Август, то есть священный или великий. Позднее в его честь переименуют месяц Август, который мы так с вами теперь называем. Семейное прозвище Октавиана, как у его названного отца, Цезарь, что вообще-то значит пышноволосый. Прозвище превратилось сначала в титул, а потом в нарицательный термин. И вот несколько лет спустя монархи уже звали себя кесарями, имея в виду императорскую власть. В частности, от слова «Цезарь» происходит русское слово «царь». Египет вошел в состав Римской империи и сыграл в ее истории значительную роль, хотя не всегда благотворную. Детей Клеопатры ждала разная судьба. Цезариона, сына Юлия Цезаря, Октавиан приказал убить. Детей Антония он отдал Октавии, и та воспитывала их как собственных. Клеопатра Селена, Луна, вышла замуж за мавританского царя, и ее потомки стали полноправными членами имперской аристократии. Родственницей последней египетской царицы по этой линии была женщина по имени Юлия Домна, супруга императора Септимия с севера, мать императоров Геты и Каракаллы. Каракалла прославился в основном двумя вещами: своей беспредельной жестокостью и тем, что дал римское гражданство всем жителям империи, не исключая египтян. Ну, еще бани построил, знаменитые термы Каракаллы в Риме. Удивительно, но каким-то невероятным образом потомки Клеопатры в конце концов все-таки заняли римский престол. Трагедия двух великих любовников, конечно, завораживала современников. Миф начал формироваться почти сразу, и поэты и историки регулярно вспоминали о Марке Антонии и Клеопатре следующие 2000 лет. Строго говоря, их история стала мифом еще при жизни. Античный мир был не чужд политтехнологий и хорошо знал, что такое черный пиар. И все, что мы знаем об Антонии и Клеопатре, мы знаем в основном от людей, которые жили уже в мире Октавиана и его наследников. Многие тексты до нас не дошли, сгорев вместе с той самой Александрийской библиотекой в одном из величайших пожаров. Многое известно только в виде пересказов и упоминаний. Драма, опера, балет, сотни живописных полотен. Этим сюжетом в разное время занимались великие литераторы, от Шекспира до Пушкина. Великие художники, от Рубенса и Рембрандта до Бакста. И, разумеется, Клеопатру уже в викторианскую эпоху полюбили производители косметики. Как только человечество изобрело кинематограф, немедленно появились фильмы о ней. Первую Клеопатру сняли в 1899 году. Египетскую царицу играли Софи Лорен. Ее играла Элизабет Тейлор. На съемках фильма с Тейлор в 1958 году было не меньше секса и скандалов, чем в реальной истории Клеопатры. Актриса получила за эту роль $1 миллион. Фильм официально осудил за разврат Папа Римский. Съемки едва не довели до банкротства киностудию Fox, а половина американских женщин следующие десятилетия носили каре и огромные черные стрелки, как у Элизабет Тейлор. Клеопатру ждала вполне античная по духу судьба. Сначала она превратилась из исторического персонажа в литературный, а затем из литературного персонажа в архетип. Нечто большее, чем просто героиня легенды. Где граница между историей, мифом и поп-культурой? Перестанет ли когда-нибудь человечество восхищаться Клеопатрой? В конечном итоге это не важно. Клеопатра дала нам вечный образ. Это потрясающе красивая, сказочно богатая, властная обольстительница, совершенно бессердечная и очень порочная женщина. То есть Клеопатра — это, конечно, первая роковая женщина в истории цивилизации. И в этом качестве она, скорее всего, останется с нами навсегда.